Ну вот, молекулярный накопитель воздушной энергии. Друзья, всем большой привет. Еду по какой-то мега роскошной дороге в гости к другу. Будем запускать всевозможные турбины. Да и вообще хочется посмотреть, что там новенького у Димы. Что произошло за последние полгода. Видос обещает быть очень интересным. Да. 2, 3. Сегодня, как я вам и обещал, а обещал я вам очень давно, вы видели на канале, что когда я к Диме в гости приезжаю, все время происходит какая-то дичь. Во-первых, у него, во-вторых, уже и я тут участвую, собираем какие-то турбореактивные генераторы. Вот это как раз таки одна из таких интересных штуковин, которая всем интересна, но никто не знает, что это такое. Даже мы до конца не знаем, как это все будет работать. Но мы надеемся получить вот с этого электроэнергию прямо сегодня. И прям можно сказать сейчас. Смотрите, все уже подключено. Есть у нас здесь кардан, нереально мощный, с вертолета Ми-2. Этот кардан может переварить 350 лошадей. Но у нас здесь пока стоит тестовый генератор с довольно-таки маленькой мощностью. 6 киловатт всего лишь. В будущем-то мы сколько хотим сюда поставить? Ну, 200. Хотим 200, но на 3000 оборотов очень сложно найти. На 1,5 с редукторами морочиться не хочется. Ну, будем думать. Главное, чтобы это заработало, а там делать технику. И будем мы проводить эксперимент не просто так. У нас есть тестовая нагрузка, трехфазный ТЭН на 6 киловатт, который равен номиналу генератора. Также у нас здесь есть, измеряем ток с помощью этого измерителя. И вот этот показометр будет показывать частоту сети. Ну, в общем, как вы понимаете, мы очень здорово подготовились. Во-первых, все вот это вот сделали. Сидит уже вся установка на раме. Рама это предварительно, опять же, собрана по-быстрому под маломощный генератор, чтобы понять. Для тех, кто не в курсе, это свободная турбина от вертолета Ми-2. Мы газогенераторную часть ликвидировали, оставили лишь свободную турбину, которая обладает очень довольно-таки большим КПД. И хотим получить с этой свободной турбины какую-то некую мощность. Вообще хочется понять, насколько качественно он будет вырабатывать эту электроэнергию. Но чтобы это выяснить, нужно подключить к нему газогенератор. Ибо крутить ее нечем, турбина-то свободная. А как вы думаете, чем мы будем крутить его? А? Вы же знаете, что на канале у меня ничего не происходит просто так. И вот эту штуку я сделал тоже не просто так. Не зря же я говорил, что это средство 1000 применений. Вот такая вот штуковина. Это как раз таки маломощный, получается, газогенератор на основе турбореактивного двигателя. По моим расчетам он может выдать 8 киловатт электроэнергии. То есть как раз таки, если мы получим 6, то... И это покажет как раз таки, что все работает, все нормально. Потому что если больше мощности подавать, то КПД повышается у турбины. И, соответственно, тогда уж тем более можно много мощи получить. Ставим вот этот вот колпак, нужен, чтобы подключить газогенератор, а конус, чтобы обеспечить очень хорошее обтекание, то есть попадание туда, на сопловой аппарат. Конуса этого здесь изначально не было. Выглядит, конечно, эпично. Дима все переживает, что крутиться не будет. Не, крутиться-то будет, я знаю. Если не дунуть посильнее, она закрутится. Ну вот насчет силы дутья есть небольшие сомнения. Кстати, вот представьте, друзья, вот видите, какой шланчик маленький. А по сути надо дуть именно вот прям на полную. На всю. Так, на всю. Заправляем. Вкусного керосина, сдобренного аэрошелом. Магический процесс. О! Пошло. Ну что, надо набалтывать, а? Вышли на холостой ход. Немножко наболтаем.
А, что-то не то там, да? Вышел на 6 ампер, да. А как ты там успел увидеть эти 6 Он ампер? всё показывал, брум схватился. А я не видел даже этого. Ну, сейчас надо это, сожгли чуть-чуть. Ну да, прогорело. В общем, в зону огня попал трубопровод и начало подгорать, как говорится. Огнетушитель есть у тебя? Ну, где-то есть, наверное. Или надо чем-то накрывать? Блин, короче, не подготовились без огнетушителя. А оно загорелось. А, тебя прям не догнать. Прет лучше. Едем смотреть на теплицу и вакуумную камеру. Вентиляция, конечно, каких-то совершенно невообразимых размеров. Да, ну приходится делать для теплицы. Здесь вентилятор трехфазный. Это огромная система вентиляции для теплицы, которая находится над нами. Для чего это сделано? Какими способами можем обогревать теплицу в зимнее время? Можно понаставить радиаторов, да, но тогда это займет очень большой объем и будет около радиатора тепло, а в середине холодно. Либо подогревать воздух. Вот. Также летом, так как инсоляция бывает большая и теплица очень сделана из стеклопакетов, очень хорошо держит тепло, растения будут перегреваться, надо ее охлаждать. Что я решил сделать? Поставили большой вентилятор на 4 киловатта трехфазный. Он гонит воздух сюда. Здесь воздух расходится на два потока. Сверху стоят вот это вот у нас два воздухоподогревателя водяных, вот, которые работают из системы отопления. Вот. А снизу стоят охладители, которые работают на спирте из геоконтура, так называемое пассивное охлаждение. Но что произошло? За поллета мы нагрели землю с 7 градусов тепла до 18 или 20, и эффективность охлаждения стала не очень хорошей. Примерно по расчетам разницы температур между подачей и обраткой мы пришли к выводу, что когда солнце сильно жарит, то в землю уходит около 35 киловатт-часов энергии. То есть мы ее сильно разогреваем. Это будет очень хорошо зимой, когда мы ее обратно высасывать будем. Но пришлось для нормального охлаждения добавить еще 2 теплообменника на скважинной воде. Вот. Не смотрите, только вчера поставили, конденсата столько еще не утеплили. Вот он, конденсат капает. Здесь прокачивается вода из скважины, где-то 3 куба в час. Заходит 7 градусов, выходит, сейчас вентиляция не работает, будет выходить градусов 20. И тогда теплица охлаждается неплохо. Дальше весь этот воздух подготовлен, идет по этим каналам, по квадратным, расходится через пол, туда уже в теплицу. Далее вы увидите там воздухоколонны. Чтобы вы понимали, вот это все машинное отделение для питания холодом и теплом теплицы. Вот это вот циркуляционный насос прокачивает через где-то 3 километра труб, которые там на поле, раствор этилового спирта. Как ни странно, он где-то 50% раствор лучше всего подошел. Ну и с экологической стороны. Если где-то прорыв произойдет, не дай бог, что спирт не такой урон нанесет, как, например, пропилен или этиленглюколь. Вот. Ну а арбузы будут зимой цвести? Блин, иначе я сильно расстроюсь. Будут арбузы. Иначе смысла в этом не было, да? Вот это теплоаккумуляторы. Тут еще идет раздача на дом, который здесь есть. Еще можно майнеры подключить. Дырки оставили. Как понять теплоаккумулятор? Что Ну, там? это просто бочка с водой, чтобы увеличить, чтобы увеличить инерциальность системы, потому что винтовому компрессору лучше, чем меньше старт-стопов, тем лучше, чтобы, грубо говоря, было куда энергию сбрасывать. Сколько киловатт винтовой компрессор? Сам он жрет, дай бог памяти, он около 50, 40 киловатт жрет, из где-то 140 с него можно получить тепла. Видите, все-таки альтернативная энергетика существует. 40 киловатт жрет, Ну, тут 140 получается, 120, 140, 120, 140 вырабатывает.
А теперь вопрос, кто знает, как это, за счет чего это получается? Тут никакой магии нет на самом деле. Здесь мы имеем систему водоочистки и водораспределения. Часть у нас идет на полив и т.д., часть идет на систему очистки. Наборная аэрация избавляет от железа и ионообменная смола здесь есть. После чего часть воды идет на обратный осмос, который вот этот в бочку наполнителя вот в эту поступает. Очищенная вода нужна для системы распыления воды под большим давлением для теплицы. Вот сейчас для испытаний висит несколько форсунок вот там вот на стенке. Здесь стоит компрессор, который где-то 50 бар выдавливает воду. И вода должна очень чистая, потому что дюза очень маленькая. Давайте посмотрим, как она работает. Сейчас. О, Пошло. то есть это сильно круче, чем в той маленькой фиолетовой теплице, Да, он очень мелко дисперсный, им очень при перегреве очень хорошо охлаждать. У нас Вот они будут на томить. рынке охлаждают людей такими. Да. Здесь когда-то стояли тоже майнеры, мы их испытывали. На полу осталось масло от майнера, да, и оно въелось в бетон, и когда мы положили стяжка в некоторых местах не приклеилась. Ну, я думаю, решил, ну что перекладывать тут все, сделали денежную лужу, так скажем, на счастье. Вот. Здесь разные денежки, немного, где-то на 7 тысяч рублей. Здесь мы имеем систему полива и дозирования удобрений для теплицы. Вот. У нас есть гребенка, так назовем, с электромагнитными клапанами. Пока еще не подключено, но вот уже на стадии завершения. Оно будет идти в теплицу на каждую грядку, и там будет капельный полив с маленькими капельными форсунками. Так как растения нельзя поливать холодной водой, здесь стоит, идет горячая вода вот с этой стороны. Как мы получаем горячую воду? Пропуская воду через в этих теплоаккумуляторах есть теплообменники медные. Вот мы через эти теплообменники пропускаем, но на градусов до 35 нагревается. Смеситель, на котором мы настраиваем температуру, и он смешивает холодную и горячую воду, и, собственно, вода подается уже в систему капельного полива. А вот это дозирующий насос. Ему вот на этот штуцер одевается шланг, ставится в ведро с удобрением, например, с аммиачной селитрой или еще с чем-нибудь. Выставляем, сколько нам дозировать надо, и как бы он подмешивает потихонечку удобрение в воду. Так, а здесь у нас система подогрева грунта для теплицы. Вы позже увидите, что там есть грядки, а в грядках сделан практически теплый пол водяной. Вот. Это расходится на грядке, то есть красная труба подачи, синяя обратка. Здесь имеем гребенку с ротомерами, можно скорость потока регулировать. И циркуляционный насос, и трехходовой клапан для подмешивания холодной воды в горячую, чтобы выставлять нужную нам температуру. Сюда оденется сервопривод автоматический, он по двум датчикам температуры, которые вот в эти гильзы вставляются, будет все регулировать. Огромный бесперебойник. И насколько ж его хватает? Ну, хватает его прям не кошмарно много, да, но он на это и не рассчитан. А что он, на что он рассчитан-то? Он на рассчитан- насосы, на прокачку? Явно не на компрессор же, Он правильно? на компрессор рассчитан, у него где-то 100 киловатт мощности. Не, 100 КВА, 80 киловатт где-то мощности. Вот это, кстати, под него аккумулятор. Аккумуляторы, сборка, да? Да, сборка. Вот. Ну и как это работает? Могу продемонстрировать. То есть, вот мы, допустим, сейчас, давайте, главный рубильник отключим. Вот, здесь вот вводы толстые. Вот это наш ввод сюда, мы его сейчас рубанем. Сейчас увидим, завелся генератор. Ага, Свет хлопнуло. Свет даже не моргнул. Сейчас прогреется генератор. А где генератор стоит? Вон стоит генератор. А, вон тот синий. Все, я понял. Генератор на сколько киловатт? 80 КВА. Это Ага. 60 киловатт. 65. Вот. И у нас вот идет отсчет времени. Автоматический ввод резерва. Кстати, вот все китайцы не любят, но вот не сочтите за рекламу, вот чинтовские АВРы очень хороши, очень недорогие и простые в этом. В настройках и т.д. Потому что я сам долго очень искал, какой-нибудь АББ там или Шнайдер, он стоит каких-то безумных денег, как пол, наверное, этого турецкого упса. И смотрите, выглядит он, что внутри, это только панель управления только. Вот он. Там у него сервопривод и эти перекидные выключатели. Вот он переключил на резерв, все. И все теперь работает на резерве. Пока запускается генератор, у пса перехватывает, да, на И себя? если на генератор мощности будет,
перегрузим его, какой-то всплеск, там, запуск, например, компрессора, то УПС на себя возьмет, отключит сеть, потому что она просядет, и возьмет на себя часть мощности, как буфер будет работать. Что нового в курятнике у нас? В курятнике у нас оказалось все мои павлины самками. Без хвостов? Да, вот они, самочка одна, обидно. вон там самочка вторая. Пришлось им купить друзей, вон, двух самцов. Вот это два самца, они уже начинают хвост распушать, хотя им меньше года. Ну, и они же Они такие здоровые какие-то. дети, да. Они, кстати, летают, и пришлось им дерево такое посадить, а то не любили залазить не пойми куда. Если их напугать, то они могут далеко улететь. А так они спокойные, ходят себе вместе с курами. Не конфликтуют, в общем. Ну, бывает, здесь одна курица, вон белая, которую зовут Зефирка. Она противная, она из всех перья выклевывает. Вон она. А эта курица, она в инкубаторе вылупилась вместе с павлинами. Она считает себя павлином, уж не знаю кем. И есть еще вот маленькая черная курица. Это порода такая, какая-то бразильская. Они какие-то бойцовые. Вон та? Нет, вот тут такая. Вот у них гребешок черный, вся черная. ушла. У них даже кожа черная. Чё себе. Вот. Страшное дело. Вот так вот. Вот так вот. А вот она. Арбузная теплица. Ну, это в шутку. Там-то, конечно, все что угодно можно будет Да, выращивать. уже надеюсь, а тут долгострой получился. Пока тут все решишь, что куда. Целая проблема. Но уже идет к завершению. Сейчас осталось сделать полив весь приделать, освещение и всякие там штуки. Тросы повесить на чудо всякие помидоры. Здесь я решил психануть. Сделал пол полиуретановый. Вот. Края из нержавейки сделали, гибочник появился, почему бы нет. Это тонким алюминием обклеили. Вот здесь будет грядка, они все эпоксидкой замазаны. Вот это все под грядки. Да. Вот здесь есть, Пространство. да, здесь есть вот дренажик. Вот. Это, чтобы лишняя влага уходила. То есть будет вначале слой гравия либо керамзита, потом уже там песочка, потом уже сам этот грунт. И лишняя влага, чтобы не закисала, будет уходить. Вот потрогай, видишь, вот отсюда выходит холодный воздух сейчас. Вот здесь сейчас жарко, вот видишь? Ага, вот сделают такие колонны. вот здесь выходит, а где-то есть такие же. Да, она же пока выходит, не да? закреплена. Ага, А вот здесь я почувствовал. вот здесь вот сос. Есть всякие культуры, например, редис, салаты, много освещения не надо, но они невысокие. И для экономии пространства вот здесь вот сделали 2 яруса для всяких. Для зеленушки. Ясно, понятно. Вот второй этажик. Экстремально жарко. Ну да, потому что прогрело здесь, я не знаю, до дурной температуры. Отличная сразу. Ой, надо отсюда валить, а то мы зажаримся. Здесь, ребят, не стекла, а стеклопакеты. Стеклопакеты, а братьев наших белорусов гомельское стекло. Так как Анна Константиновна у нас заботится о людях и дерьмо строить не может, как архитектор-строитель, она построит это, чтобы вы понимали, это бытовка. В ней это для временного проживания рабочих. А здесь А здесь у меня идет строительство, пока секрет. секретное строительство. Секретное строительство. Потом покажу, когда ближе к концу будет. Вчера еще тракторами тут, по-моему, копали только. Да, вот такая подбетоночка здесь. А уже вон оно чего. Идет мозговой штурм. Машинка на электротяге, друзья. Вот хотелось бы ее, чтобы по-быстренькому так вот уже дособирали, да протестировать. А вариантов нет. Да он не привалится. Это что это там такое? А там это, не знаю, нашел на помойке. Это от корабля чужого, по-моему, установка. А это для чего? Зарядка. Будущее. Ну что, ты поехал уже или нет? 2 ночи собирали. О, пошел. Глянь, она маленькая вообще. Микромашины, блин. А баты-то хоть заряжены? Баты-то хоть заряжены? Вжаривать будешь? Ну да, попробую. 82 вольта. Так, ровно сейчас я Нет, и не очень ровно.
Ну-ка. Все, ушел, блин. Кажется, едет. Движка перегреется. Ну как оно? Не, холодное. Рассказывайте, Ну и чё, движка там? Нормально, ну 15 киловатт в пике дает, да холодно. Да, вообще. На, попробуй, Дарьян. Давай. Ну, не сможем мы вас ничем порадовать в плане мощности. Вот здесь, на этом приборе, конкретно на нем показало, что до 25 Гц всего лишь раскрутилось. А это говорит о том, что генератор даже не вышел в свой нормальный режим. То есть турбина раскрутила всего до 5000 оборотов. Вот это вот турбинка. Завоняли, конечно, здесь весь цех. И даже на следующий день запах этот присутствует здесь, всеобъемлющий вообще кругом. Я боюсь, он навсегда останется. Может и навсегда, кто знает. Хотя цех, смотрите, какой огромный. Здесь довольно-таки много кубов пространства. Но мы не отчаиваемся, естественно, будем продолжать. Просто оказалось, что 8 киловатт энергии это слишком мало, чтобы раскрутить турбину на 300 киловатт энергии. Видимо, КПД слишком маленький, и она просто не начинает должным образом вращаться. Поэтому нам для тестов понадобится вот такая штука. Это воздуходувка с прошлого видео, когда мы в прошлый раз еще на стадии разборки газотурбинного двигателя тестировали. Вот. Ну и сейчас хочется сравнить. Потому что такое чувство, что даже как-то крутящий момент побольше был. Всего 5 лошадей, а там лошадей гораздо больше. Очень удивительно для меня, что такая моща не может раскрутить. Я думал, надо будет давать нагрузку, надо будет тормозить. Ну уж точно в холостую раскрутится до номинальных оборотов. Всего лишь 12 тысяч надо было сделать. Напоминаю, было 20 Гц. Сейчас посмотрим, сколько будет. Не, вот здесь смотрим, сейчас я переключу на хорошенькую, на Герц. Ну, на холостых явно, что работает. Причем примерно так же, как и на турбине. Герц. Короче, чудо не произошло, еще меньше в 2 раза. Если там 20 Гц было, здесь всего лишь 10 Гц. Значит, только лишь 600 оборотов было на генераторе. Слушай, а вообще нету. Нету давления. Нету давления. Пытались даже к электронному подключать измерителю, но он 0 показывает. А нам даже показалось, что всасывает. Ну, то есть, когда нет понимания, или есть давление, или всасывает, значит, это что-то не к добру. Абсолютно. Надо что-то мощнее подключать, искать более серьезный наддув. Едем принимать, друзья. Новую энергоустановку придумали тут ночью. Но такого креатива давно на канале не было. Хорошо, если Авито, реально такого бреда можно найти. Ну вот, молекулярный накопитель воздушной энергии. Ну нормально, зато он, кстати, в гудроне, зато цел точно. Здесь 5 кубов. Можно набить до 8 атмосфер и пользоваться. А спускать можно хоть за секунду все 5 кубов. Но вообще, если до 8 атмосфер набить, это Получается, будет 40 кубов воздуха. Вот, и у нас, значит, математический расчет такой. 0,4 куба в секунду, ну, соответственно, 100 секунд, да? Круто. Блин, я был какой-то такой тяжелый явно. Эти фланцы, как у нефтяника, нравится наверху, вообще какая-то жуть. Дима говорит, у него плотный монтаж, там сверху неудобно. Вот, с бравым парням задание дадим. Они скажут очень много добрых слов. Кто дизлайки будет делать, я вот чувствую тебя на канале. Я себе нажил кучу дизлайкеров, блин. Мне кажется, и ты будешь дизлайки ставить теперь. Нет? Я пока еще вот Роман Сергеевич уже... Это ж благодаря мне вот это все.
Еще благодарить будете меня. Это вещь хорошая. Ну, за 75 тысяч, кстати, вообще... Большой ресивер, это супер вещь. Ты манипулятор вот здесь, Ром, придержи, чтоб не опрокинулся. Сейчас надо все это дело культурненько оформить, приварить пару трубопроводов. И можно будет опять стартовать. Сейчас все будет. Выгружать пока здесь, да? Это Игорь не удержался, за 500 рублей купили. Говорит, я пылесос сделаю с реактивной тягой. Это пылесос будет. Так, ну мы, ребят, не успокаиваемся. Ой, понадобились трубы. Ничего не можем с этим поделать, везет. Конусок пришлось немножко модернизировать под более толстую трубу. Ну а труба вот, собственно, уже почти готова. Идет выход на ресивер. Туда, 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 за пределы этой комнаты. Здесь у нас небольшой такой быстросъемчик от пожарного гидранта. И уже сейчас будем подключать. Ребята, что-то будет. Хотя знаете что? Наверное, для начала надо на холостую будет проверить. Накачать и проверить. Что, не погнуло там? Да нет. Они тут уголок приварили, усилили. Ага, с двух сторон. Вот. Так, ага. Ну что ж, вы будете смеяться, но мы подключили это. Теперь у нас есть вот такой кран. Мега труба. Правда, там много мусора, надо ее сейчас продуть. И сейчас я вам покажу, от какого компрессора все это дело запитывается. Компрессор на 2000 литров в минуту. Он с холодильником, то есть делает сухой воздух. Все это хозяйство идет по трубе, переходит в большую трубу. А большая труба уже идет в ресивер. То есть здесь у нас есть манометр, чтобы контролировать давление. И мы будем открывать кран, добавлять по одному бару. Ну отлично. Главное увидеть здесь поднятие давления, потому что до сих пор мы не видели ни разу. Все время на нулевом давлении работаем. Ресивер там, на улице уже темно, пора испытывать. Нет, ты никуда не убежишь. Будешь как все. Будем все здесь стартовать сейчас. Ты беруши одел, я вижу. Отлично. Не будет слишком жестко, не? Ну, давай. Ты давай не рассказывай, да? Ух ты бы. Вот прямо оттуда, сверху. Ну и чё, как думаешь? Бар. Нормально? Я на все открою. Что, еще что ли? Все, выйду я оттуда. Ну тогда надо больше накачивать, оно ж тогда зацепляет больше. Продули систему на 2 барах и погнали качать дальше. Вот уже немножко больше, уже приближается к 3. Дело, конечно же, замедлилось, потому что все труднее и труднее набирать. По расчетам где-то 20 минут потребуется, чтобы набрать полный бак. Сейчас у нас будет продувка номер 2 на 3 барах. О! Ну чё, погнали? Ну давай, с Богом. С Богом, как говорится. Не надо. Да ну нафиг. Есть мощь? Тяга не знаю, но мощь есть. Все готово. Ну готово. Все, 1 бар. Открываем на полную дырку. Насос, масло, давай. Масло пошло. Все. Мало, да? Не хватает. С 1 бара у нас раскрутилось до 18 Гц. Посмотрим, что будет с 2. Все, есть 2 бара. Следующий эксперимент.
Герц было 33, я видел. До 120 вольт прыгнуло. Нормально. Идем дальше. Качаем до 3 бар. Вот сюда. И пробуем. 3 бара. Да ты чё? Да, почти номинал. Да. Так это он выдал 6 киловатт получается. Да, на какой-то момент Вот. Ну, видишь, КПД растет да, получается. 220, 200 где-то вольт было по 10 ампер. Это сколько на фазу? 2 кило, ну да, 6 киловатт и было. Офигеть. Получается вообще на одном баре он ничего не дает. На двух уже что-то дает. 140 вольт, 120. А на 3 барах он уже номинал дает Почти. все 6 киловатт. Ну, почти. Ну почти, ну. Ты знаешь, у тебя сразу сбросилось-то и давление. Так, 4 бара уже. Очень страшно стало. На напряжение смотри. Да. 2, 3. Закрывай. Был вполне себе номинал. Да, по-моему, больше 220 было, да? Ну, там буквально долю секунды какую-то. Немножко прогрелась вода. Градусов на 10 поднялась. Немножко сильно навоняли эти. Кстати, да, вверху оно теплее, Я чем боюсь, мы внизу. вонять месяц. Самый прикол в том, что Газгольдер накопил очень много этой вонючей жидкости. Метилмер каптан называется. Я боюсь, мы вонять ей будем долго очень. И мне придется спать на коврике. Травит основной Газгольдер, основной наш ресивер. Поэтому не смогли довести до 8 атмосфер. Продолжим немножко позже. У него тяга поменьше, но аморка получше. В общем, из нового, ребят, большинство всех передвижений осуществляются на самокатах теперь у нас. О, буровая самодельная. Ага, пока полторушки. Полностью говорю, самодельно. Да, полностью. А, не, вру, шасси питерские, вот так вот эти вот гусеницы. Но они так сделаны, что проще. Ну Самого понятно, сделал. двигатели тоже не самодельные. Да. Впервые такую штуку вижу. Если надо трубу какую-нибудь на AT, засовываешь трос в нее, подключаешь, ну где-то она там проходит, подключаешь к этому. На, открой. Там специальный излучатель, и ходишь, ищешь, либо вот кабеля искать. Так и какую глубину он может найти? Да метров 5, наверное. Не, есть которые на 20, на 30. Это, Не, ну 5 тоже. Вот он. Пошел. И туда прям Сейчас, дальше. подожди, а чё? А ну-ка, Толян, пойди, я настойку всякую. Ну, примерно, да. Сюда уже нет. И есть вот где-то еще что-то пищит вот здесь. Вот, видишь, здесь там, Большинство элементов вырезано на лазере. Шкивы под цепь. Вот эти все корпусные детали. Все на лазере. Много приколов таких. Ну, рама, естественно, из всякого профиля. Движки не самодельные. Ну, а так вся конструкция, можно сказать, самодельная. На заводских компонентах.
Похоже, твердая порода пошла. Ну вот так она и работает, друзья. Процесс идет довольно-таки быстро, довольно-таки интересно. Используются разные головки. О, пробило. Чуть больше пошло. Даже с поликристаллических алмазов у Дмитрия есть. Никогда не видел, как идет процесс. Ну вот как-то так. Подается в бур вода, вымывает породу, стекает все в бачок, как видите. Бачок надо было закопать предварительно. Там оседает, получается, в одной ступени оседает вся грязь. И опять с бачка забирается, ну, практически чистая вода. Вот и все. Самодельная буровая установка. Один бур прошел. И далее цикл повторяется. Обсадные трубы заготовлены. Вот здесь лежат. Ну а вот всевозможные коронки. Одна, вот вторая. Ну вот это с поликристаллическими алмазами берет очень хорошо. Вот так оно и работает. Ой. Так, ну, собственно, давайте заглянем в вакуумную камеру. Надо посмотреть на состояние сухости. Вот. Приходится небольшой рычажок, чтобы ее открывать. Вот такая самопальная тестовая вакуумная камера. А звук это сейчас всасывает. Вот еще сделано. Сейчас лежит ольха и ясень. Вот по этим штукам циркулирует горячая вода. Вот. Это шланги с быстросъемами, чтобы можно было снять. Вот здесь, собственно, лежит древесина. Ну, ольха и ясень долго сушатся, порядка недели, но можно высушить во влажность 3%, что недостижимо при камерной сушке обычно. Эта камера не промышленная, это так, для тестирования технологий. Но пока все идет успешно. Сейчас влажность замерим и Прям вакуумить. влажностью прям оттуда понесло нормально. Да, оно конденсирует сейчас. Я использую влагомер теста 616, он микроволновый, ну, вглубь хорошо влагу меряет. Потому что обычным контактным, ну, уж очень он врет. Вот прикладываем, смотрим. Ну, вот 24%, 23%, уже процесс нормально пошел. Вот. Ну, здесь вот, а вот здесь сейчас, ну, вот 20 там. Короче, у меня 2 и досох. Прокладку сделали из силикона литьевого, надо все-таки попрочнее, но он держит прям, слушай. Вот вдавливается, держит, потому что ничего нормально не могли. Так, сейчас. А вот то, что вода там налита, что с ней происходит, когда вакуум? Она не вскипает? А тут ей холодно довольно-таки, она выкипает из этого, конденсируется об стенки. По-хорошему надо еще стенки охлаждать. Потихоньку он ее за полчасика откачает. Вот она потихоньку шевелится. 100% влажность зашкаливала. Вот, видишь, 1,6, 1,5. Так невозможно высушить в этом. Ни в какой камерной сушке. Здесь у нас управление вакуумной камерой тестовой. Что мы здесь имеем? Реле работает по модбасу. Короче, контроллер модбас, который из PT-100 с датчика снимает информацию, передает по модбас шине. Вот, ну, PRS-485. Это аналоговый вход 420 мА для вот этого вот датчика вакуума. Датчик вакуума на 420 мА пропорциональный. Вот, собственно. Здесь все управление, контакторы, ну, всякая ерундистика. Здесь что мы имеем? Имеем водно-кольцевой китайский вакуумный насос. С ним один такой прикол был, что там не было прокладки, затянуто по-безумному, и, короче, пришлось модифицировать. Приходится подо все, где холодная вода протекает, ставить лотки, потому что конденсата очень много, особенно летом. Какой вакуум можно получить? Где-то до 40 миллибар. Ну, это все зависит от, так скажем, до этого, до давления насыщенных паров жидкости. Ну, вот где-то 40 миллибар с водой будет. Как он работает? У него внутри стоит типа крыльчатки специфической формы.
там создается кольцо воды и получается разрежение. Вот сюда у него подается вода, отсюда он идет сброс воды, а это уже вакуум. Вот здесь вот всасывается. Вот. Да, он дренирует воду. Можно, я скидываю сразу в дренаж, хотя по-хорошему можно поставить развоздушиватель. Но то надо воду охлаждать. Но воду он жрет немного, а заодно в пруд наполняется. Вода чистая. Это новый цех, абсолютно пустой пока. Но здесь, кроме этого, есть кое-что еще интересненькое. Это вот это. Это наш малыш, мы его долго ждали. Новенький ХАЗ-750, обрабатывающий центр, 5-координатный. Вот. Вот такой вот он. Панель управления. Здесь темновато. Рабочий столик. Голова. Видно голову? Очень плохо видно, надо фонариком подсветить. Сейчас подсветим. Ну, сейчас, к сожалению, некому его включать, Ага. А мы боимся. а мы боимся очень его. Потому что он дерзкий, резкий, носится как сумасшедший. Абсолютно новенький 5-осевой фрезерный станочек. Сделанный в Штатах. Вот, в общем, вот он сзади у нас такой. У него есть очень транспортер для стружки. Сюда бочка подставляется. Он сюда стружечку скидывает. Заливается много сожа, чуть ли не 200 литров. Такой у него офигенский барабан для инструмента. Ну, роскошь какая-то. Ага, думаю, на нем много чего сделать можно было. Только делать некому, друзья. Да, есть, но сами мы обучаться долго будем, так что нам, в принципе, требуется оператор для этого станка. Вот. Если кто-то работал с подобным оборудованием, у кого-то есть желание влиться в дружный коллектив, то welcome. Но люди нужны профессионалы, потому что станок дорогой, ушатать его очень быстро можно. Вот. Работа будет интересная и хорошо оплачиваемая. Так что, ребята, очень требуется оператор, прям очень-очень-очень. Место расположения. Домодедский район Московской области, промзона Житнего. Так что без шуток. Много раз писали, что прям работа мечта с таким человеком, как Дмитрий, работать, участвовать во всех этих движениях. Вот у вас есть все шансы, если вы умеете управлять вот таким вот чудо-аппаратом. Чуть позже появится еще, ждем, вот заказали токарный станок, то тоже фирмы ХАЗ. Обрабатывающий центр. Но он не обрабатывающий центр, Нет? это обрабатывающий центр, это именно токарка, но у нее есть еще фрезерные головки, то есть, можно сказать, 4-координатник. Тоже где-то через месяца 2 появится, так что у нас будет полный набор. Будем творить все, что захотим, и даже больше. Так что без шуток, ребята. Вы видите, что творится. Здесь есть кое-какой инструмент предварительно. Вот тут на 15 тысяч долларов с покупкой станка надавали. Вот. Ну, тут самая минималка, вот, конуса, Где-то у нас даже... фрезы вот здесь внутри. Ну, блин, все распаковывать смысла нет, показывать на паечке. Ну, тут, то есть, минималка есть. Есть тисы Да, такие новенькие. хорошие тисы, да. Ладно, это все лирика. Нам же надо закончить. Вообще мы до сих пор не можем понять, что нам делать с полученными данными. То есть данные мы получили какие-то, да, раскручивает от 3 до 4 бар через этот вентиль. Раскручивает. Но получается расход около 1,5 кубов в секунду. Это что-то как-то слишком много для такой маленькой мощности. Всего лишь 6 киловатт получается. Что-то крайне странно, честно говоря. Но мы продолжаем эксперимент. И в конце концов мы пустим в разнос вот этот наш турбохолодильник. Надеюсь, ему-то воздуха хватит. Ну ему уж точно хватит. Все, пошла накачка, по-прежнему тем же самым компрессором на 2000 литров в минуту. Дмитрий Павлович, да? Уже 4 бара уже есть, надо стартовать. Да, надо стартовать, давай. Давай, одевай защитную маску. Больше всего нам понравилось контролировать процесс по герцам. Прибор установим в нужный диапазон и будем смотреть. Так, ты уже маслицо подаешь? Ты увидишь там герцы-то? Вижу
В красном цвете все почему-то. Это так и должно быть? Типа того. Нормально. Так. Такое ощущение, что она сейчас бомбанет. Все, пора. Провели эксперимент, оказалось, что с нагрузкой, что без нагрузки крутится оно абсолютно одинаково. Да, у меня такое ощущение, если у нас был бы генератор не на 6 киловатт, а на 10, она бы также бы 10 выдала. Давно мечтал запустить турбохолодильник. У него рабочие обороты около 50 тысяч. Я точно не помню, то ли 55. Давление у него, по-моему, 4,5 атмосферы рабочие, тоже не помню. Ну, короче говоря, когда вот сюда дуешь воздухом, раскручивается турбинка, крыльчатка вот эта вот. И отсюда идет холодный воздух. За счет того, что вот эта крыльчатка сопротивляется, совершает работу, переводя вот этот воздух, который здесь есть, в тепло. Ну, вот какой-то такой принцип работы. Давление у нас накачано, 3 бара. Здесь уже расход гораздо меньше. Можно пробовать, что будет. Понеслась? Дует? Том, дует. Можно поддавать? Давай. Холодный пошел. Да. Холодный. Прям вижу. Закрывай. Ой. Расхода, смотри, нет. А что там? Нет. Ого, мы ни хрена не сдули? Да, Вообще? ну да. Расхода вообще нет. Вон, что было, то осталось. Холод пошел. Да, холод, белый такой. Белая струя. Ну что, он весь холодный такой. Как нам измерить это дело? Я могу, но надо мне измерять. Но мы его можем, в принципе, включить, он крутится и смотреть. Посмотрим тепловизором, что происходит. Он, в принципе, работает. Единственное, вот сюда, мне кажется, засосать может какие-нибудь провода. Надо подальше чуть убрать. Все, запуск второй. Видишь, он сразу крутится. А вот здесь горячий воздух. Мои уши. Надо все-таки с берушами это делать, чуть не оглох. Ну вот эта штука работает Так, а явно. Ой, блин. Класс. Да. И главное, в чем фишка, вот здесь не такой уж-то и жесткий поток. Прям руку можно То есть он держать. перерабатывает нормально. Он прям нормально перерабатывает. Здесь вот оно теплое, 3,5 градусов минимальная температура. Он, да. а здесь 30, да? 30 где-то, да. 30 было. Офигеть. И довольно-таки медленно расходует газ. Кондиционер Ну чё, сумасшедший, класс? да. Но он, видишь, не так много энергии расходует.
адски мощный кондиционер. Ну ты сравни, там лопатки со спичечную головку прохода и вот здесь, где коробок спичечный. Наконденсировало влаги. Угу. Ну прям видно, Блин, ты как прям холод уши идет. заложила, Мне да? тоже, это для меня тоже жестко. Ну все, друзья, у нас на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Мои уши. А кому очень интересно поучаствовать в движухе у Дмитрия, телефонный номер в описании.